Всем счастливый приветик. Нашла такое приятное местечко, где мы с вами сможем поболтать. Сейчас попробую микрофончики. Хорошо, что их взяла. И мы с вами немножечко поболтаем. У нас такая приятная, чудесная, прекрасная погода. Я вот на секунду сниму очки. Может быть, и без очков можно. Но если будет сильно солнце, то надену. Заехала в натуральный магазин натуральных продуктов и купила псилиум. Я уже вам про этот продукт говорила. Вот этот вот псилиум. Очищающий такой продукт. Ну, я вам уже его презентовала, я вам уже его показывала. У меня закончился. Решила повторить, потому что меня очень выручает, мне очень нравится вот псилиум. Я пью его либо натощак, либо могу в середине дня. Ну, там, может быть, часов в 12. Я 2 чайные ложечки сейчас беру, на стакан воды размешала и выпила. Во-первых, не хочется кушать, но даже дело не в этом. Самое главное то, что псилиум делает – очищение. Великолепное очищение. Сейчас посмотрю, если я смогу подключить ваши комментарии немножко к прошлому видео. Ну и, конечно, сделаем с вами все, кто делал тесты, писал животных. Сейчас, минуточку. Я, наверное, не смогу. Не возьмет у меня здесь. Нет, не берет. Ладно. Все, кто написали животных. И так нужно было цифру дать какое-то животное. А сейчас я вам расскажу, что обозначает каждая цифра. И скажу вам, какие я животным дала цифры. Как я их обозначила. Про себя вам расскажу. И если хотите, еще продолжим, потому что он состоит из трех частей. Итак, первая цифра – это твоя семья и твоя роль в семье. Первая цифра. Я первую цифру указала – лошадь. Кто что указал? Это семья и ваша роль в семье. Вторая цифра. Это то, как вы проходите жизненные испытания. Честь и достоинство. Вот как вы проходите. Честь и достоинство. Вторая цифра. Я написала тигр. Третья цифра. Это деньги и отношение к деньгам. Я указала свинья. Четвертая цифра. Любовь. Любовь. Твое отношение в любви. Твоя любовь. Ты в любви. Любовь. Я указала овца. Ну и пятое. Это твоя карьера. И как ты в карьере. Я написала корова. Корова. Ну, вот такой маленький тест. Незамысловатый. Но я думаю, каждый себе свою изюминку в этом тесте для себя найдет. Если хотите, мы с вами продолжим. Ну так, для интереса. Я вам также 5 дам слов, а вы напишите. Вот, например, кошка. Вы напишите.
друг или любовь или ласка. То есть как вот вы кошку видите. Например, крыса. То, что я вам дам эти слова, 5 слов. Дайте описание крыса. Хитрость, ловкость, неприятная, что-то еще там. Ну, любое одним словом, вот описание, как вы видите. Итак, хотите? 5 слов. Собака, кошка, крыса, кофе, море. Собака, кошка, крыса, кофе, море. И я вам тоже потом дам расшифровку, что обозначают эти слова, которые вы опишете. Кто хочет. Ну, что еще с вами поговорим? Про упражнения. Кто-то опять пишет: Розана, напоминайте про упражнения. Кто-то пишет: не напоминайте про упражнения. Ну, все равно будем напоминать упражнения. Конечно, кто делает уже давно, хотя бы полгода и плюс, вы, конечно, видите результат. И тот, кто увидел результат, никогда и ни за что не захочет это упражнение оставить. Теперь вот про сон. Конечно, сон – это бесконечно важно, это сон. Бесконечно важно это сон. Вот как по мне даже важнее, чем питание. Да, питание тоже очень важно, но мне сон важнее, чем питание. Я абсолютно все сделаю для того, чтобы я обязательно вечером уснула. Вот все что угодно, но чтобы сон был полноценный, плодотворный. Смотрите, без пищи мы можем находиться 40 дней. Можно находиться без пищи. А попробуйте 5 дней не спать. К чему это приведет? Где ты будешь, если ты не будешь спать 5 дней? Что с тебя будет? А если ты не есть будешь 5 дней? Ну, кому-то даже это и на очищение пойдет. Вот как по мне, я говорю, все сделаю для того, чтобы вечером уснуть. А для этого первое, что я утром рано встану, специально рано встану, чтобы вечером ты захотел спать. Конечно, если ты встанешь попозже, то вечером никак ты не можешь заснуть. А если совсем поздно встал, не можешь заснуть. Но если вот ты утром рано встанешь, то вечером волей-неволей ты захочешь спать. Потом ничего вечером не делаю такого, знаете, активно-агрессивного. Вот передачи никакие не смотреть. Потому что ты посмотрел какую-то передачу такого, агрессивного характера. Кого-то осуждают, кого-то ругают, на кого-то нападают, что-то обсуждают. Вот ты посмотрел эту передачу, и у тебя в голове крутится. И у тебя в голове ты проворачиваешь эту ситуацию. Ты немножко заведенный, ты немножко какой-то такой возбужденный. И ты крутишь в голове эту передачу, которую ты посмотрел. А если эта передача вызвала у тебя грусть, а если эта передача вызвала у тебя обиду за кого-то, передача, может быть, вызвала жалость кому-то, и это все ты должен перерабатывать, твой мозг должен перерабатывать вместо того, чтобы лечь и уснуть. То есть, конечно, никакой вот такой вот передачи. Телефонные разговоры. Вот я не могу вечером, чтобы мне позвонили и начинать рассказывать, смеяться, говорить, а я то, а я там. Мне этот разговор уже, я его не воспринимаю, потому что все вибрации уже немножко готовятся ко сну. Так что вот такие вот маленькие, но я уже там не говорю, что сделать определенную гигиену, это как не оговаривается. Потом, закрою. Следующее еще, что тоже перед сном, это, конечно, не есть. Вот даже за 2 часа. Это так мало. Что такое 2 часа? Ты поел, и прошло всего 2 часа.
конечно, ты еще даже от того, что ты поел, некоторые приняли пищу и как-то хочется отдохнуть, потому что сил нет, надо обрабатывать организму всю, перерабатывать всю еду. Кто-то, наоборот, поел и такие силы появляются, опять не в тему. То есть, как, если ты ложишься спать, а ты еще бодрый. Еда всегда дает энергию. Либо на перерабатывать, чтобы организм перерабатывал, либо на активность. А тебе нужно ложиться спать. Поэтому даже вот за 2 часа это ни о чем. Хорошо за 5 часов не поесть. Вот это да. Ну, как-то вот так. Вот такие вот маленькие всякие тонкости, о которых, я думаю, вы все прекрасно знаете. Но очень важен сон. И, конечно, во сне восстанавливаются микроэлементы, о которых в прошлый раз мы с вами говорили. Вот от того, что я очень мало ем, но тем не менее, где берутся эти микроэлементы? Ну вот я сказала, что это твое психологическое состояние. Ты не растрачиваешь, у тебя организм сам вырабатывает эти микроэлементы. От сна, как, ну вот я думаю, от сна. И вот очень многие мне там были такие чудесные комментарии, написали по поводу микроэлементов, как это вырабатывается. Очень были профессиональные комментарии, и которым бы я хотела добавить, что еще, знаете, у меня дома, у нас всегда, это даже вот у нас с детства так было, у нас всегда стояли какие-то орехи в доме. Вот у меня дома 3-4 вида разных орехов, и они просто в вазочке там какой-то всегда болтаются. Вот ты проходишь, взял этот орешек, ты проходишь там, на кухню зашел, что-то зашел, так ты этот орешек взял. Как-то, может быть, еще и эти микроэлементы вырабатываются с употреблением этих орехов. Тоже вполне может быть, но их немного, ты съел 1-2 орешка, оно как-то ты наполнился, сыт. Ну, у меня все сыт. Вообще, вот правда кто-то написал, сыт ты бываешь с первых 3 ложек. Вот точно, 100%. Тоже был комментарий, что женщина похудела очень на большое количество, что-то килограмм на 40, что ли. И говорит, я теперь понимаю, что ты сыт с первых 3 ложек. Потом ты просто себя заполняешь. А вообще сытость приходит 1, 2, 3 ложка. А тем более, если еще так помедленнее, поаккуратнее, именно с наслаждением. Прям вот с наслаждением, если ты медленно употребляешь пищу, первых 3 ложек тебе вот так достаточно. Ой, ну что, мои хорошие, поеду дальше. У меня сегодня большой план, но я уже кое-что сделала. Кстати, прошлась по магазинам. Ой, вы себе не представляете. У нас уже осеннее повесили. Еще середина июля. Уже осенние вещи повесили. А то, что летнее, все пошло на скидку. Я прошлась и себе думаю, ну хоть не ходи по магазинам, потому что все хочется купить. А куда это все покупать? Для чего это все покупать? Цены приемлемые, прекрасные. Товар очень хороший, скидки большие. Уже начались скидки 60% и 70%. И очень хорошие вещи. Поэтому я так прошлась по магазинам. И когда вышла и ничего не купила, а так уже что-то уже, думаю, вот это сейчас я померю, вот это потом как-то вовремя остановилась. Хорошо, что ничем не зажглась, ничего не купила. Ну все, мои хорошие, так с вами поболтала. Вот такая обстановка у нас. У нас еще соблюдается, конечно же, масочный режим. Да, соблюдается масочный режим, ходим в масках. Чуть-чуть можно посещать рестораны, открыты уже, но соблюдаются все дистанции, соблюдаются все соблюдается. Мы еще не в свободной зоне. На улице ты можешь без маски, а в помещениях, конечно, все еще соблюдается, все еще ходим в маске. Погоды стоят хорошие, то дождь, то солнце. У нас очень много дождей. От этого, конечно, природа, во-первых, чистые деревья стоят, потому что как только чуть-чуть пыль, сразу дождь прошел, и еще какой дождь, ливень хороший, то и растут хорошо деревья, такая зелень, зеленые стоят. Хорошая природа в Канаде, вот из-за такого климата. Ну все вам рассказала, поеду дальше, что-то мне там нужно подоформить.
остальные все дела свои. Прекрасных, чудесных вам, замечательных вам выходных. Ну и, конечно, счастья, счастья, счастья.